Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз. События на пороге. Май. Что скрывает ваше будущее? Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезные планетарные события. Уран в Близнецах. А май – это первый месяц такой перезагрузки, когда Уран вступил в свою силу, а Уран – планета перемен, множественных трансформаций и нового вкуса свободы. Вот, внимание, это очень важно. Он определяет нашу жизнь не просто на май, на 1 месяц, мои дорогие, на 7 лет с заходом на 2033 год. Итак, что ждет вас в мае? Пусть нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса, даже покажут. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла тоже. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, иногда напоминает игру в покер. Порой приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот какие карты вам выпадают на май. Правда, перезагрузка у вас может начаться с получения какого-то важного известия, бумаги. Конкретно нам здесь конверт с сургучной печатью. И стало быть, это может быть получение действительно у кого-то визы, у кого-то подписание договора, контракта, у кого-то брачного, у кого-то рабочего, но может быть это в нашу цифровую эпоху просто даже важный разговор, какая-то договоренность. Напоминаю, в нашем пасьянсе карты в крайних рядах, по горизонтали, по вертикали мы тоже можем складывать. И у вас совпадает бокал. Это гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Или просто какой-то, как знаете, важный разговор, диалог, может быть, или какая-то встреча, возможно, и планируемая на последующий период также. Ладно, смотрим, что еще. Сердце. В жизни личной как будто обещают очень приятные события. Посмотрим, что еще нам выпало. И деньги, мои дорогие. Вообще прекрасно. Но это, знаете, как единение души. Я не исключаю, что кто-то и вашего сердца может добиваться. Или вы чьего-либо. А почему нет? А смотрите, у вас еще выпадает молния. Молниеносное известие. Скорое. Поэтому здесь есть, видимо, как и документы, бумаги. Может быть, да, или подписание каких-то соглашений. Но и, видимо, новостная палитра будет богатая. Причем для вас, мои дорогие овны, это что-то в плюс, это во благо, потому что у вас еще и солнышко выпадает. А солнце это всегда, я говорю, выбор правильного направления. Вот мы в мае определяем направление. И знаете, май месяц – это месяц таких сложных планетарных транзитов, потому что, с одной стороны, вроде Уран в Близнецах первый месяц, и мы говорим планета трансформации. А с другой стороны, у нас с вами Сатурн, Кронос, владыка времени, владыка кармы, владыка судьбы. Так вот, у нас Сатурн находится до конца июля, в тех же градусах, в которые он находился прежде, даже в 2025 году. И стало быть, это какая-то знакомая история, или это что-то, с чем мы были связаны, или с чем мы, или с кем взаимодействовали. Но на этом тоже все не заканчивается, потому что с конца июля, мне кажется, с 27 числа, он уходит в ретроград. Ретроградное движение обратное. И продлится оно до 11 декабря, почти до конца года. Поэтому где-то до конца 2026 года мы будем что-то переделывать. Или, может быть, наша жизнь будет меняться. То есть Уран даст, безусловно, как и новый вкус свободы, так и возможности, мои дорогие. Уран никогда не забирает того, что для нас служит прогрессом, но может таки как будто оборвать связи, контакты, интерес. Это то, что мы сейчас не видим, а уже как будто, знаете, по великому божественному сценарию оно не может быть продолжено, или оно бы все равно закончилось. Поэтому будьте мудры. У вас выпадает, тем не менее, выпадает такое значение, как колокол. Я часто говорю по колоколу, это то, что мы, как бы не можем изменить. Это как может быть известие. Опять же, вот, видимо, на известие май месяц будет богат. Но это как средство массовой информации. Это то, что пусть не мы инициировали, вот даже как перемены мы с вами смотрим, да? Но это вот данность такая сложилась, скажем.
И нам нужно как-то с этим провзаимодействовать. Мы не можем сказать вот так, а, это ерунда, или отмахнуться. Возможно, какая-то тема, которая вот вам хочется осуществить, и вроде предпосылки к этому есть. Но могут быть какие-то пункты, которые вы быстро, например, не решите. Листва ожидания. Ну, так или иначе, если даже приходится какой-то регламент, да, солнышко, очень доброе значение, все равно, значит, все идет в плюс, все идет к тому, чтобы Овен был счастливым. И часы – это добрые перемены. Ну, а всегда перемены, они подразумевают, что да, мы от чего-то можем и отказаться. Или словно даже пространство нас как что-то забирает. Но, повторюсь, значит, это уже мало значимо. Но рефлексировать, чувствовать мы тут можем по-разному, конечно. Мы можем соединить, как я уже говорила, крайние ряды. Вот смотрю, что у вас еще совпало. Откровенно говоря, не вижу я пока совпадений. Ну, наверное, самое важное у вас совпало. А, вот смотрите что. Как-то я не увидела. Известия, да, 2 известия. Колокол, как я сказала, это вот именно, может быть, и даже средства массовой информации. Или когда меняются законы, или вот, ну, что-то такое. Это, ну, такое серьезное, как, может быть, и предупреждение, или предупреждение к тому, что мы не можем это просто-напросто как вычеркнуть из своей жизни. Но тут ведь может быть и такого рода даже серьезное предупреждение, но больше с позиции возможности. Смотрите, закрытый путь. Закрытый путь ожиданию. А может быть, это куда-то вы собирались ехать, а тут вы поймете, а уже в принципе не нужно. Раньше это было важно, а теперь малозначимо. Или, может быть, вы собирались ехать в одно место или с человеком встречаться в одно время, а тут вам придется что-то трансформировать, и это будет зависеть, например, от человека. Опять же, какое-то внешнее событие или внешняя информация. Поэтому будьте готовы также корректировать ваши планы. Не увидела я больше совпадений, поэтому мы с вами идем вперед. Как изменится ваша жизнь в мае? Что скрывает будущее? И для ответов на эти вопросы мы достанем с вами 4 карты. 4 карты по основным сферам жизни. И первое. Как изменится ваша жизнь, любовь, личная жизнь в целом? Вторая карта – финансы. Что будет меняться? Третья карта достанем в целом ваше благополучие на май месяц. И как изменится ваша жизнь? Четвертая позиция – ваши планы, достижения, карьера, важные встречи, диалоги, контакты или документы. Ну, первую карту давайте откроем. Как изменится ваша жизнь или что будет меняться? Именно то, что касается вас самих, вашей личности. Как красиво. Солнце, вот я часто говорю, это выбор правильного направления, но 6-8 месяцев. Есть такое значение. В картах Таро я тоже об этом говорю. Солнце – это выбор правильного направления. Но, опять же, это более короткий срок, до конца года, все то, что я говорила. А вот аркан Звезда – это на десятилетие. Это более долгий период. Ну, вот вы, мои дорогие овны, можете для себя какую-то совершенно новую траекторию продумывать. Здесь может быть, как и ваше творчество, труд, все-таки звезда. Для кого-то из вас это ваша популярность. Сделать карьеру или создать собственный бизнес. Почему нет? Может быть, онлайн, ну или с посредством интернет. Для кого-то из вас переезд. Переезд куда-то очень далеко. Вы можете... Кстати, по личной жизни, если это у кого-то откликается, может быть, как отношения, которые были на расстоянии. И вы будете думать о том, как съехаться вместе. Но тут и в мае могут даже для тех, у кого отношения уже, ну, относительно, скажем так, стабильные, тут тоже будут новые планы. Причем вы вместе, скорее всего, у вас очень доброе значение выпадает. Но я точно так же не исключаю. Ведь эта карта говорит нам, нет ничего невозможного. И вполне вероятно для кого-то ваше новое знакомство. С учетом тем более того, что вам выпало в картах старинного цыганского пасьянса. Так что же изменится в вашей жизни? А вот прежде мы, как по 8 мечей, как будто мы находились в сомнениях. Может быть, это внутренний какой-то страх. Хотя, ну, понятно, страх и Овен – это вообще вещи полярные.
Но, увы, сомнения же они в каждом из нас присутствуют в той или иной мере. Так вот, смотрите, вот это меняется. Вот именно то, что вас сдерживало, то, что вам постоянно, как, знаете, какой-то препон или барьер создавало. Или когда вы сами не могли на что-то решиться. А может быть, я бы и решился или решилась. А вот к этому как-то предпосылки не складывались. Сойдутся, мои дорогие. Тут, знаете, все дороги у вас сойдутся, потому что май месяц запускает вот ваше будущее перемен, причем таких перемен. Приготовьтесь, будьте внимательны к новостям, это правда, потому что в мае может закладываться не просто траектория на долгий период жизни, а сам по себе месяц перемен. Аркан Колесницы – это карта успеха. Может быть, это для кого-то из вас именно по личной жизни познакомиться в дороге, если вы один или одна. Для кого-то, может быть, именно съехаться, как я говорила. Два старших аркана. Это всегда говорит о том, что складывается внешнее событие, и они оказывают влияние, тем не менее, на личную жизнь. И для кого-то из вас это будет означать, ну, вот знаете, как совершенно иное качество жизни. И, может быть, для тех, кто в сольном варианте, это как раз встреча партнера. Здесь может быть его величество случай, который вам поможет встретить такого человека. А для тех, кто в стабильных отношениях, как будто тоже перемены неизменим. Может быть, это будет отчасти связано с работой вашего партнера. Но тут ведь, знаете, вы можете быть как будто заодно, вот я больше вижу. Для вас открываются те перспективы, которые прежде представляли вот какое-то замкнутое пространство. И это касается личной жизни. Очень добрые карты. Финансы. Что будет меняться для овнов в мае? Что ждет? А вот по финансам будьте осторожны. Конечно, семерка мечей иногда подразумевает забрать свое. Но все же называем мы эту карту картой вора. Может быть, вам и придется быть более внимательным к собственным финансам. Может быть, это будет зависеть от каких-то ваших планов. Вы можете кому-то отказать, а кто-то, ну, к примеру, да, отказать в чем? Может быть, прежде вы намеревались кому-то помогать, а тут у вас у самих будет меняться так планы, ну или у самой. Когда вы понимаете, что нет, вот мне именно сейчас, может быть, как в кубышку, нужно и финансы сохранить, потому что уже новые планы. Изящное завершение называется карта «Десятка мечей». Мне нравится, как ее называет Колин Барон Рид. И вполне вероятно, вы именно будете завершать, это факт. Еще одна карта трансформации, причем доброй. Всегда говорю по восьмерке жезлов, как тысячи дорог сходятся в одной точке, я говорила об этом. И в принципе карты пасьянса нам это подтверждают. А нет смысла о чем-то сожалеть. Нет смысла уже даже оборачиваться назад. У вас какие-то новые перспективы по финансам будут тоже, мои дорогие. Они могут быть связаны или взаимосвязаны где-то и с личной жизнью, или с вашими личными планами. Но точно так же, и ведь действительно у кого-то, может быть, как семейный бизнес создать. Или когда что-то вы тут переиграете. Я вижу определенную взаимосвязь. И по финансам, по восьмерке жезлов, будьте готовы. Кстати, может быть, для кого-то это финансовое. В мае вы получаете какую-то бумагу, известие. Может быть, это вам придется даже, к примеру, кто-то декларацию подает или кто-то готовится к ней. Но все зависит от того, наверное, в какой стране, из какой страны вы меня смотрите. А может быть, это у кого-то закрыть кредит или, наоборот, взять этот кредит. Но вы играете первую скрипку. Потому что аркан-отшельник – это мудрый человек, это независимый человек. Может быть, это первые шаги вы делаете в мае по финансовой независимости. Когда вот вообще сам по себе. И в этом нет ничего плохого. Причем отшельник, мы знаем, что это дервиш. Это не тот, который сидит буквально там скрупулезно деньги считает. Нет, конечно. Это философ. Для него идея важна. Но у овнов вы богаты на идеи, мои дорогие. Это точно. Значит, есть какая-то идея, которую вы можете переложить на реальные рельсы. И к этому, с учетом восьмерки жезлов, будет предпосылка. Но действовать придется самому. Здесь может быть какой-то ваш даже план по заработкам, когда вы это видите, а больше никто не видит. Поэтому, может быть, вам и придется быть, ну, таким философом мудрым, объяснять, если вот, к примеру, даже это как-то перекликается с личной жизнью. Но тут явно по финансам именно идея какая-то дает вам старт.
Причем та идея, которую нужно обдумать. Здесь место в карьере не получится. С другой стороны, это может быть как какая-то возможность, предложение, оказия. Ведь сама по себе карта «Восьмерка жезлов» тоже иногда, знаете, вот эта добрая трансформация начинается с известия. У вас много карт, которые, значений точнее, которые выпали именно на новостных каких-то потоках, которые приходят в вашу жизнь. Но, видимо, вам, может быть, и придется, карта подразумевает, словно привести мысли в порядок, найти недостающую информацию или что-то математически просчитать, мудро относиться к финансовому вопросу. Так что же, в конце концов, с деньгами у Овна на май? А вот глаза разбежались. Вы ресурсные, как я уже говорила, и карты нам показывали, да, деньги есть, деньги будут. Но вот, видимо, какое-то более продуманное отношение к деньгам. Как будто 7 чаш, да, человек наш задумался, что приоткрыть, что взять. А вот, кстати, змея какая-то выползает из-под одной чаши. Но нельзя тут что-то прошляпить. Поэтому, несмотря на то, что приток как бы денег есть, тут нам говорят порядок, но, видимо, есть и то, что вам нужно именно на будущее трансформировать или продумать. Но уж точно не бездействовать. Или не сказать, и потом я что-то придумаю. Нет, тут какая-то аналитика с вашей позиции, с вашей стороны необходима. Ваше благополучие, мои дорогие. Ну, это ваша карта, Овен. И буквально у нас здесь ваш знак зодиака. Император – это всегда Овен. Да, император – это, знаете, организация. Как организация вашей собственной жизни. Ну, наверное, с учетом всего, что я уже сказала, и что в пассиансе выпало, так тут и правда, тут есть какие-то новые конфигурации. Все же Уран в Близнецах. Но вы можете точно так же столкнуться с тем, что вам нужно действительно получить какую-то важную бумагу, документ, когда вы отправитесь по инстанциям, получать, что-то оформлять. А для кого-то из вас это будет касаться непосредственно недвижимости. Или это планы, которые пока еще тоже не ясны. Ваше благополучие. Вообще на благополучие аркан Луна – это добрый очень аркан. Это, знаете, наш тыл. Но это тот тыл, когда мы сохраняем и наш дом, и наши отношения. Вот у кого все хорошо. А для тех, кто новое знакомство, может быть, это вы не будете торопиться так вот тоже развивать как бы эти отношения слишком быстро или куда-то спешить. Вы будете тогда присматриваться. Тоже отчасти благополучия. Аркан Луна говорит, остерегайся, Овен толпы. Мы смотрим благополучие. И стало быть, если вы люди сильные, где-то импульс, конечно, не всегда помогает. И сейчас такая конфигурация планет, что, ну, точно торопиться или, знаете, оставить что-то на потом и из разряда, ну, я наверстаю, наверное, тоже вот не годится. А вот продумывать самое время. Но если мы говорим, оказываетесь вы в толпе, может быть, так спонтанно, то помните вам в другую сторону. Ваше благополучие, если мы переведем, император, может быть, это вопросы вашей занятости, работы. Скорее всего, вам придется самим где-то хитрить, мои дорогие, может быть, по части денег. Да, именно чтобы забрать свое, 7 мечей. Это ведь карта еще будет говорить. Да, она предостерегает, но она говорит, будь готов, Овен, тебе придется быть гибче. Вот так может сложиться ситуация. Может быть, это будет у кого-то банально связано, что вам именно для чего-то понадобятся деньги, несмотря на то, что как бы они у вас есть, но может быть вопрос в количестве, в суммах каких-то, выплатах, проплатах или ваши планы, которые вы именно хотите что-то осуществить. И, может быть, договариваться придется по части работы. Может быть, и вы будете что-то продумывать. И тогда, например, да, если вы даже на работе, вот толпа, мы говорим, вы оказываетесь, как знаете, между двух огней. Такое бывает. Одна какая-то конфронтация, вторая складывается, один за, другой против, а вот вам как будто между. Два старших аркана. Два старших всегда аркана будут тоже говорить, да, у вас сейчас есть возможность как раскрыть по максимуму все лучшие свои качества, черты характера, но и беречь же себя тоже необходимо. Может быть, это для кого-то из вас будет действительно связано с консультациями, которые, вот как король мечей, емкая карта. Это могут быть, опять же, как и чиновники. Это могут быть юристы, адвокаты, иногда врачи. Или узкой специальности
или узкой профессии люди. Кто-то будет обустраивать дом и вызывать специалиста. Кто-то будет наводить, может быть, порядок по части вашего здоровья. Ни одна карта не говорит, что вы болеете. Но, может быть, имидж придется менять. Здоровый образ жизни у кого-то может быть. Или когда вот вам нужно, да, как именно насчет имиджа, это тоже где-то здоровье, вам как изменить этот имидж придется. Или оформить какой-то документ. Давайте подведем итог. Для благополучия, мои дорогие, не торопиться выносить вердикты, все карты говорят. И есть, значит, одно какое-то дело, задача, вопрос будет такой в мае, когда лучше не просто самому решать, а как минимум за консультацией обратиться к юристу или узнать, как работает в отношении вас закон. Ну и вам-то самим по закону нужно поступать тоже, потому что именно император – это всегда власть. Мы не идем как будто против власти, не причесываем ее против шерсти. Я надеюсь, понимаете мой сленг, но это потому что мы можем рассматривать этот триплет как своего рода предупреждение: будь, Овен, аккуратен. Как изменится ваша жизнь, ваши планы, достижения, карьера. А вот здесь что-то может, так знаете, меняться. Аркан башни сама по себе трансформация. Здесь могут меняться и законы. У кого-то могут меняться графики работы. У кого-то руководители. Или какое-то лицо, которое, возможно, вас протежировало или где-то вас поддерживало. Здесь могут меняться обстоятельства внешние. Все же вот мы говорили, да, колокол. Здесь может быть такое что-то непонятно откуда взявшееся, может быть, вам и придется и себя сохранять, это на достижение. Но и знаете, я часто говорю по этой карте, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что это такое? А это ваша сила. Смотрите. Это карта критического мышления. Это карта, когда мы берем как и правильный фарватер, так мы правильно берем еще собственную позицию общения с людьми в первую очередь. Потому что, вот посмотрите, изобразил художник половину лица девушки, как львиная грива. Придется усмирять в себе льва. Ну, буквально, может быть, это сильные эмоции, когда вы с чем-то будете не согласны. А, видимо, ваша интуиция, подсказки вашей души вам могут говорить, или буквально вы получите какое-то известие и понимать. Оно вот такое, знаете, как 50 на 50. С одной стороны, да, я сейчас могу что-то или к чему-то приступить, или осуществить, или для меня, ну, пусть на последующий период открываются какие-то возможности. Но как к этому подступиться? И вот для кого-то, кстати, ваше благополучие, может быть, это по благополучию, вам и придется обращаться к узким специалистам. Но, в принципе, для Овна, наверное, все то, что как преграда, это означает, сейчас я ее преодолею. Не надо мне говорить, чего я сделать не могу. Вот такой импульс вы можете чувствовать очень активно. Да, у вас очень добрые карты, но вот эта карта может, кстати, еще и свидетельствовать о том, что вы можете узнать какую-то новость. Ух ты, у вас еще и императрица выходит, вообще волшебно. Вы можете услышать какую-то новость, которая конкретно связана с человеком. Может быть, у человека что-то не складывается, да, каким-то образом было взаимодействие или партнерство, а теперь вы понимаете, что, ну нет, тут вот тоже что-то приходится пересматривать, трансформировать, иными словами. Может быть, и меняется, но вам каким-то образом, потому что второй аркан сила. Вот кому камни с неба, а для вас это какой-то прогресс. К этому тоже будьте готовы. Ну и что я должна сказать, уже больше карт я не тяну. Правда, для кого-то будет и, знаете, вот все сферы жизни, и личная, и финансовая, и где-то достижения, и благополучие связано с личной жизнью, с домом, с каким-то важным человеком в вашей судьбе, мои дорогие. Но если мы говорим император, это организация, это власть, это порядок, а императрица – это, знаете, когда надеемся мы сами на себя. Это тоже власть, но власть мягкая. Это власть через более такие энергии. Может быть, кто-то скажет, соглашательские, да, но это только на первый взгляд так выглядит. Потому что аркан Луна как будто, ну, надо вот этого льва в себе причесать. Или есть какой-то сложный человек, с которым вам придется договариваться.
Может быть, это сложная ситуация даже по части личной жизни. Но, мои дорогие, вот тут правда может состояться и важное знакомство, здесь может состояться и важное примирение, а для тех, кто в паре, это может состояться какой-то новый проект, который касается вашего дома, вашей семьи, возможно, переезда, а возможно и как новый бизнес, семейный бизнес. У вас очень много старших арканов, поэтому, видимо, внешние события, чтобы там ни складывалось, для вас, мои дорогие овны, как знаете, зеленый свет, открытая дорога. Но что-то отложить на потом мы не можем. Кстати, аркан башня тоже это карта скорости. Может быть, и вам придется очень быстрое решение принимать и просчитать что-то математически, проанализировать, может быть, и найти какую-то информацию по закону, как в отношении вас работает закон в любой сфере жизни. Но для вас кому-то кризис, а вам возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.